сложно вспомнить, чтобы смерть лидера где-то там за океаном так взволновала вообще у нас общественность и журналистов в России. На самом деле, действительно так, интерес очень большой к этому событию печальному. И прозвучало еще, что очень противоречивые комментарии, потому что он сам был очень противоречив. На самом деле, это еще хочу рассказать, что можно говорить разное о Чавесе. Кто-то говорит хорошее, кто-то молчит, кто-то не совсем хорошее говорит. Но кто-то радуется, кто-то грустит, кто-то печалит, кто-то плачет. Но я хочу сказать, что вот у нас сколько государств, это 258, по-моему, если не ошибаюсь. Но я знаю, многие умирают, бывает, и все, мы не знаем, даже об этом не слышим. Но здесь я уверен, что Уго Чавеса будут помнить и будут помнить его всегда. Он уже вошел в историю земного шара. И я не боюсь даже здесь сказать, и, в общем-то, действительно, казалось бы, страна такая небольшая, но он смог, может быть, своей как раз противоречивостью, то, что он смог противостоять действительно вот мощным воздействию Соединенных Штатов Америки, и заслужил любовь в целом, но ведь он заслужил любовь не только латиноамериканских, которые исторически не любят янки и гринго. Но я хочу сказать, что на самом деле вот лично я с печалью это воспринял, и у меня вот почему-то идут ассоциации вот с бурной, вообще за бурными событиями за всю историю Латинской Америки. У меня почему-то вот звучат уже второй день в ушах, в общем-то, песня коменданта Че Гевара. Это сильная личность, очень харизматичная. От него всегда исходила мощная энергетика. Но он был большой друг России, это было очевидно. А я считаю, что эпоха Чавеса не заканчивается, пока не может не закончиться. Потому что Чавес относится к тем политикам такого масштаба, что даже после своей смерти они продолжают оставаться политическим фактором. По крайней мере, для Венесуэлы. И через несколько дней страна похоронит Чавеса человека, но не похоронит Чавеса политика. Потому что совершенно очевидно, что те выборы, которые пройдут, как было заявлено Николасом Мадуро, через месяц, в них Чавес будет активным игроком уже после смерти. И будет сильным мобилизующим фактором, сильнее, чем он даже был при жизни. Вот если внутри чавистского движения не произойдет раскол, а две основные фигуры, там, это Николас Мадуро и Кабелья, председатель парламента, вот две сильные личности, если они между собой найдут общий язык, то я думаю, с большой долей вероятности, что их кандидат победит на ближайших президентских выборах. Другое дело, что чавистское движение будет подвергнуто эрозии. Конечно же, через некоторое время оно начнет распадаться. Но, опять же, я думаю, что вот это направление, которое Чавес заявил как боливарианское движение, оно будет долго существовать и будет оказывать влияние на развитие и Венесуэлы и Латинской Америки, потому что оно носит отчетливо выраженный такой антикомпрадорский характер, антиамериканский характер. Как бы квинтэссенция этого движения – использовать ресурсы страны в своих интересах, в интересах страны, а не отдавать их янке. Вот. Эта идея популярна в Латинской Америке. Я думаю, с этой точки зрения, если посмотреть, то Чавес и чавизм еще будет жить долго. Вот. И с точки зрения интересов России, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы вот это движение существовало, оно наиболее пророссийское. Оппозиция, к сожалению, она, ну, если не антироссийская, то пока не в значительной степени не российская. Кандидат в президенты от оппозиции Каприлис Ордонский заявил на выборах, что он откажется от всех оружейных контрактов с Россией. Под сомнение будут поставлены и наши нефтяные контракты, хотя это уже сложнее сделать. Поэтому здесь совершенно четкие наши интересы, они связаны с Чавесом и его последователями. Кому-то может Чавес нравиться, кому-то может не нравиться, кто-то может быть либеральных взглядов, кто-то социалистических, но во внешней политике все-таки должны преобладать национальные интересы, а не личные политические пристрастия. Чавес чем значимо для нас, он ведь символизирует эпоху переходную, я бы сказал,
эпоху тектонических сдвигов на пути от однополюсности к полицентричному миру. Более того, он личный вклад внес к тому, чтобы этот процесс развивался в заданном направлении. Я думаю, что он персонифицировал именно этот глобальный процесс. Поэтому он был к нему столь большой интерес. То есть он не лидер национального строго масштаба. Это не провинциальный политик. Это политик латиноамериканский, не говоря о том, что это крупный деятель и войдет в историю венесуэльскую. Это деятель мировой политики. Я думаю, что парадоксально связано с несколькими обстоятельствами. Первое обстоятельство – то, что Чавес во многом забегал вперед. Я думаю, что и со своей концепцией «Социализм 21 века» Уго очень торопился. Конечно, идет поиск социально ориентированной модели развития. Люди не признают колоссальных социальных издержек, которые связываются с неолиберализмом. Это все понятно. Электорат отворачивается даже в Европе, в нашей с вами Франции. Да? Меркель может проиграть выборы, весьма вероятность велика. Мишель Бачелет в Чили после правого президента, все говорили, ах, кончился левый поворот в Латинской Америке. Пиньейра пришел к власти, популярный политик. Что мы сейчас видим? Упали серьезно рейтинги правого президента. И на пике популярности находится один из лидеров соцпартии Мишель Бачелет. Поэтому в определенном смысле Чавес торопился. Он забегал вперед. Он был слишком импульсивен. Ему не хватало расчетливости. Ему не хватало иногда и хитрости. Он был, в общем-то, умелый, изворотливый политики, но мне кажется, в чем-то ему не хватало. Конечно, мы воспринимаем Чавеса не совсем адекватно. Нам кажется, что его вот эти эскапады по внешнеполитической проблематике это вещь сама по себе, ничего подобного. Это было средство внутренней политики. И все политики в мире, в любой стране, в нашей, не нашей, они используют внешний фактор для реализации внутриполитических задач. И Чавес очень часто пользовался этим. Я думаю, парадокс заключался в том, что Венесуэла была и оставалась крупнейшим поставщиком нефти на американский рынок. И сдержанность американцев во многом по отношению к Чавесу, хотя можно было бы предположить очень такую ожесточенную реакцию, объяснялась и этим очень важным обстоятельством. 15%. Ну, тут от 11 до 13 идут колебания. Американцы все-таки, конечно, хотели сбавить квоту Венесуэлы на своем рынке. Но, в принципе, это оставалось, и надо сказать, что поставки венесуэльской нефти выполнялись в соответствии со всеми договоренностями. Никаких нарушений дисциплины поставок со стороны Венесуэлы все это время, в период правления Чавеса, не было. Но что может быть дальше, да? Я думаю, что нужно говорить о том, что русло, прочерченное Чавесом, оно обладает очень серьезной инерцией. Трудно будет в краткосрочной перспективе произвести какие-то резкие повороты. Я думаю, что политический капитал, огромный политический капитал Чавеса, в основном заработанный на социальной политике, он будет работать на его последователей. Прежде всего, на вице-президента Мадуро, которого Чавес назвал своим преемником. И выборы, которые уже есть, социологические опросы, приходит информация социологические, показывают, что у него достаточно велики эти шансы. Они, скажем так, повторить Чавеса невозможно. Большая трудность заключается в том, что он слишком оторвался от своей среды. Адекватную фигуру, а режим как-никак персонифицированный. И, скажем так,
обеспечить преемственность очень непросто. Потому что нужно не только пользоваться капиталом Чавеса, нужно нарабатывать собственный капитал. А вот в этом большая сложность. Экономическая ситуация в стране, нужно признать, тяжелая. Недавно на 30% по существу была девальвирована национальная валюта. Долго сдерживали. Эту меру нужно производить было раньше, потому что вовсю работал черный рынок. И он приводил к эрозии венесуэльской экономики. Да? Ну, были выборы, нужно по политической причине нужно подождать. И вот в конце концов приняли эту меру. Очень простой вывод из всего этого. Будет резкий всплеск инфляции. Неизбежно. Да? Вы представляете, на 32%, по-моему, девальвация. Поэтому вызов огромен для последователей. Они могут выиграть выборы, но, скажем так, гарантировать продолжение их способность, твердо держать руль страны в своих руках я бы не стал в среднесрочном и долгосрочном плане. Конечно, это был неординарный лидер мирового уровня, лидер страны, и который сделал очень многое для развития российско-венесуэльских экономических отношений, кстати, кроме того. Но политика, как всегда, на основе все-таки тоже на экономике, потому что основной, конечно, если брать сегодняшний день, то это нефтегазовый сектор, там есть определенные серьезные достижения и перспективы, и военно-техническое сотрудничество. Но военно-техническое сотрудничество – это не только, кстати, военная техника, это машиностроение, и, безусловно, мы уверены, что есть перспективы дальнейшего развития. Ну, например, взять у нас член комитета КАМАЗ, он имеет сборочное производство с венесуэльцами, поставляет шасси, и, кстати, это уже большой плюс и перспектива для дальнейшего развития. Это никуда не уйдет. Тем более транспорт – это наглядно, все люди видят, так сказать, удобный, красивый. И наша задача – сохранить эти позиции. Эпоха Чавеса не закончена. Она в развитии, потому что это действительно поворот в развитии региона, поворот в международных отношениях, связанных, допустим, с отношениями Запада и Востока. Выступая после принятия Конституции в 1999 году в своей передаче «Ола Президенте», Чавес сказал, что я готов быть президентом до 2013 года. И в 2013 году я готов передать власть своему преемнику. И вот тогда, в 1999 году, мало кто предполагал, что передача власти произойдет в этой форме. Рядом с лидерами-харизматиками редко попадаются подобные, сравнимые им харизматики, которые бы редко выхватили бы знамя, продолжили борьбу. С высокой долей вероятности Венесуэла не будет исключением. Никого подобного, похожего, настолько сильного, настолько мощного, как Чавес, все же не будет.